Всем привет, вы на канале Diff, и это любимая ваша рубрика «Аккаунт с нуля». Аккаунт с нуля 3.0, если что, третья часть, довольно символически, так что авансом влупите лайк, подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали. Также ссылка на все мои соцсети есть в описании под данным роликом. Ну а что будет происходить в данном ролике? Как я обещал, мы возьмем и купим автомобиль под свап, так как вы решили в моем телеграм-канале, что мы будем прокачивать тачку в свапе. Сегодня мы купим, тачку под свап, немножко ее прокачаем, расскажу про планы на данный проект. Также сейчас внимательно наблюдайте, что у меня есть по ресурсам. Ничего особенного, пружинки, пару ящичков зеленых. Аккаунту, если что, буквально 10 дней, но активно я играю только, можно так сказать, 2 дня. Есть немножко ресурсов, которыми мы прямо сейчас и воспользуемся. Ведь, чтобы купить тот автомобиль, который вы выбрали, мне нужно повысить уровень. Так как у меня сейчас 11 уровень, а автомобиль, который вы выбрали, открывается аж на 15 уровне, мы сейчас бегом берем и эти купоны обмениваем. Да, и тогда уже, наверное, еще и покатаем гонки и ПДД. Да, я говорил, что в этой части не хочу этого делать, но что поделать, сейчас обмениваю опыт и получаю уровень, получаю топливо. Топливо простаивать не должно, его нужно будет искатать, так что по-любому придется его сейчас катать где-то или в ПДД, или в гонках. Сейчас решим. Мне вот очень нравятся вот эти вот моменты, когда ты берешь просто вот так, нажимаешь тык, и у тебя просто начинаются уровни апаться. А для этого мы даже не приложили никаких усилий, просто взяли и продали купоны. Вот эта тема мне очень нравится, наблюдать так точно. Следующее, что мы сделаем, обменяем еще 28 вот таких вот купончиков. Да, мы могли их продать на рынке, но стоят они до 20 тысяч монет. Да, монеты нам сейчас тоже очень сильно нужны, но лучше, наверное, быстрее бустануть уровень, потому что для нас с вами это будет более выгодно, так как на 30 уровне мы уже сможем повысить квалификацию и получать больше за заезды в гонках. А вот, например, с 50 уровня для нас откроется автогонка, и это вообще будет тема, так как я очень жду этого момента, как я смогу просто нажать кнопочку автогонка и не катать самостоятельно заезды в гонках, потому что реально это выматывает. Сегодня у нас будут по-любому заезды в гонках, так как я видел, что у нас есть такие задания. И таких заданий у нас было много, но первое задание, которое я решил выполнить, это выполнить один заезд в чемпионате. Этот заезд я сделал на Ниссане, успешно проиграл и двинулся выполнять следующее задание. Нужно было откатать 13 гонок, и каждая гонка должна была быть победной. В общем, я пытался подбирать соперников, катал, и этот процесс, как я и говорю, мне вообще не нравится. По крайней мере, не нравится это делать на слабых тачках. Во-первых, занимает много времени, во-вторых, не особо интересно. Были победы и поражения, немножко нафармили монет, немножко чертежей и выполнили 2 задания. Да, я говорил, что задание выполнять это не мое, но все же надо, чтобы аккаунт развивался, значит, будем некоторые задания все-таки выполнять. И я решил выполнить еще одно задание, это откатать несколько заездов в испытаниях. И в испытаниях мне очень понравилось катать, ведь там я зарабатывал нормальное количество монет, получать ящички, и все бы ничего, если бы не вот такие вот моменты. Да, вот такое просто происходило в заездах, в испытаниях, я не понимал, что это такое, и с каждой гонкой это было все более и более заметно. Хотя проблем с интернетом не было, айфончик у меня довольно свежий, не знаю почему вот такие моменты происходили, возможно проблема в испытаниях, возможно нужно было просто перезайти в игру или выполнить какие-то другие манипуляции, но я этого делать не стал, во-первых. Да, это было странно и непонятно для меня, но в тот же момент это было довольно забавно, и если честно, что-то в этом даже есть такое прикольное, и такие испытания в своем роде мне чем-то даже понравились. Но в будущем не хотелось бы, чтобы такое повторялось, так как я не могу понять, в чем проблема в телефоне, в роутере, хотя что-то работает нормально, может в самой игре, не знаю. Вот это вот только мысль того, что это, меня и пугало. В целом это довольно забавно и прикольно. Пока я передавал вам весь свой порыв эмоций, пришло время поговорить о том автомобиле, который мы будем брать под свап. Этот автомобиль находится в L-классе,
И я думаю, все уже догадались, про какой автомобиль речь идет. Речь идет про Audi RS2 Avant. Берем и этот автомобиль за 320 тысяч. Почему именно RS2 Avant? Для меня не составит труда вам сказать, что этот автомобиль предложили именно вы под прошлым роликом в комментариях. И многие автомобили, которые вы предлагали, я добавил в вопросы в своем телеграм-канале. И, как вы поняли, лидером стала Audi RS2 Avant. Но какие тачки могли быть на ее месте? Мог бы быть Mercedes-Benz C204 Matic, Toyota Mark II и также лидировал Porsche 911. Также были и другие варианты, но про них не сегодня. Лучше давайте посмотрим на характеристики Audi. Audi у нас полноприводная на 6-ступке, которая имеет неплохой двигатель. Увы, конечно, не топ, но движок тоже достойный. И самое интересное, она имеет довольно хорошие показатели в параметре кузова, то есть лобовое сопротивление, вес у автомобиля вообще шикарные. Но после свапа, который мы с вами будем делать уже в ближайших сериях, автомобиль потеряет эти все характеристики, так как мы засунем сюда новый движок. После свапа у нас изменится также параметры кузова, так что сильно вникать в это не будем. Лучше давайте сделаем заезд в ПДД, мне просто интересно посмотреть, какую скорость максимально разгонит данный автомобиль. Мне очень нравится ее старт. И я вообще не понимаю, почему я раньше не обращал внимания на данную тачку. Эта тачка в стоке такая заряженная, она просто едет по-лютому. Единственное, что я думаю, мне не будет хватать сегодня в ПДД тормозов, но мы их сегодня поставим. Вообще тачка огонь, мне нравится, как она едет. Особенно, когда она делает как-то так, вот какое-то реально начинается иго-го, какая-то лошадка скачет просто, ну, лютая тачка, ну, вообще огонь для стока. Где вы видели летающий Audi? Вот, кто хочет летающий Audi, берите RS2 Avant. Короче, тачка прикольная. Не знаю, что происходит с телефоном, но мы на этом не останавливаемся. И сейчас поговорим про то, что все-таки будет происходить с данным автомобилем. Но стоит все-таки еще озвучить результат. Мы смогли разогнать эту Audi в стоке до 221 км в час. Короче, тачка просто пушка, летит как не знаю кто. Скорость мне понравилась, динамика разгона тоже понравилась. Мне понравилась ее скрытая функция Иго-го или летающий самолет, короче, называйте как хотите. И теперь можно поговорить про планы на данный автомобиль. Вы проголосовали, что тачку нужно свапать. Именно поэтому мы выбрали вот эту вот Audi, ведь в стоке она не поехала. Из предложенных вам вариантов вы выбрали, что свап стоит делать в G-класс. И это все, конечно, хорошо, но чтобы свапнуть автомобиль в G-класс, помимо баксов нужно еще и монеты. Ведь нужно где-то взять движок от Lamborghini Huracan Spider. И я думаю, точно на таких автомобилях, которые у нас сейчас есть в гараже, мы не сможем с вами накатать турнирных очков на саму лампу, чтобы снять с нее движок. То есть мы с вами будем где-то зарабатывать монеты. Ну, где и как мы это будем делать, я уже знаю, просто не хочу спойлерить, вы узнаете об этом в следующей серии. Я планирую за ту серию, которая выйдет уже в ближайшее время, я думаю, заработать примерно 8 лямов и попробовать купить движок плюс-минус за 8 лямов. Сейчас он на рынке стоит десятку, я недавно смотрел. Но я хочу попробовать его словить за 8 лямов, и это вполне реально. Пока я вам это все рассказывал, я уже начал тратить баксы, и что я сделал? Я впихнул сюда самый топовый Визгейт за 150 баксов, а также сейчас куплю турбинку за 650 баксов. Вы скажете, зачем ты ее берешь, если она по характеристикам для данного автомобиля не подходит? Я с вами вполне согласен, на данный момент эта турбинка не подходит данному автомобилю и проще всего взять турбинку за 480 баксов. Но, так как автомобиль будет свапаться в G-класс, и после свапа у нас будет стоять мотор от Lamborghini Huracan Spider, нам будет подходить турбинка за 650 баксов. Чтобы не тратить баксы лишние, которых у нас нету, я беру сразу ту турбинку, которая нам будет нужна в будущем за 650 баксов. Да, она дает нам сейчас меньше пикового момента, меньше пиковых лес, но в будущем она будет выдавать на максимум. То есть эта турбинка, так скажем, инвестиция в будущее. Вот в будущем она стрельнет. Сейчас она вообще не сыграет никакой для нас погоды, так что просто купили и купили.
У нас осталось еще плюс-минус 300 баксов, и я их в конце ролика потрачу на подвеску. Монет у нас вообще нету, но у нас есть топливо. И на оставшиеся монеты, вот, которых у нас практически нету, это 11 тысяч монет, я прокачиваю движок и буду откатывать топливо. Где буду откатывать топливо? Я буду его откатывать, скатывать в ПДД. И в ПДД я планирую заработать 1040. Вы как бы скажете, да у тебя тут топливо, и ты можешь там нормальную сумму поднять. Но так как у нас аккаунт новенький, у нас заработок маленький, так как у нас квалификация новичок, нам будут платить за один заезд, если мы его проедем ПДД на 100%, 3000 монет, а у нас всего лишь 300 с чем-то литров. То есть где-то в районе 50-60 тысяч мы сможем с вами поднять. Но так как я буду по-любому, вот 100% делать вот такие вот заезды, в которых я буду получать штрафы, то наш заработок немножко уменьшится. Почему я вообще делал вот такие заезды, где не экономил топливо, просто его выпаливал, получал штрафы? На это есть две причины. Во-первых, мне не нравится катать ПДД. Во-вторых, 3000 монет ради 3000 монет вот так сильно утруждаться тоже как бы и не стоит. Вообще было бы неплохо, если бы каждому новичку выдавали спецсигнал, чтобы он его мог врубить и на своем Жигуле просто проезжать эти ПДД и зарабатывать свои скромные 3000 монет. Вот это было бы неплохо. Также из тех недостатков, которые я заметил, у нас нету такой возможности нажать следующий заезд в ПДД. Нам каждый раз приходится сюда заново заходить, и как по мне это довольно нелогически, я тоже как бы задолбался каждый раз просто брать, нажимать гонка, потом выбирать ПДД. Было бы довольно проще, если бы я просто нажимал следующая гонка и не делал вот эту вот операцию гонка ПДД. Ну, в общем, это чисто мое мнение. Также во время заезда в ПДД я довольно сильно сблизился с Audi. Мне очень понравилась Audi, и я думаю, это тот автомобиль, который все-таки реально нам был нужен. Если честно, никогда не думал, что RS2 Avant настолько прикольный автомобиль, и в этом ролике я прям влюбился в эту тачку и даже подумал, что на основном аккаунте можно тоже что-то замутить с данным автомобилем. И если вы меня поддерживаете с моей идеей, напишите об этом в комментах, может тогда какой-то проект на основном аккаунте и замутим. Ну а теперь, куда я потратил эти деньги, которые заработал в ПДД? Я поставил пайпинг, докачал движок и понял, что денег осталось совсем чуть-чуть. И я подумал, ну нужно на автомобиль накинуть какой-то интересный винил. Но перед началом ролика я специально посмотрел винилы на данный автомобиль, поискал и понял, что на данную тачку нет никаких винилов, и те, что нашел, вообще ни о чем, мы просто покрасим автомобиль. Но перед тем, как я стал красить автомобиль, как я и обещал, я установлю сюда тормозные колодки. Одну тормозную колодку мы точно поставим. Также я установлю сюда тормозной диск. Один за баксы, другой мне выдали за то, что я ежедневно захожу в игру. И у меня теперь полностью есть тормозные диски. Они друг от друга не отличаются. Разница лишь в том, что это стоит 150 баксов, а этот я получил бесплатно. Также, как я и хотел, мне нужно установить будет сюда еще тормозную колодку. Но для этого мне не хватает всего лишь 20 баксов, если быть точным 13, но все же сразу в обменник не буду бежать, лучше займусь внешкой. И как я и сказал, винилов на данный автомобиль особо каких-то прям выдающихся нету. Есть обычные винилы, которые просто наляпанные, и я такие брать не хочу. Вот два винила, которые мне понравились, это просто два винила с минимализмом. Один винил меня очень приятно удивил, это винил, на котором было написано Diffie iOS. Я не знаю, кто его создал, но очень приятно видеть такие винилы. Ну и вот еще один винил, который мне тоже чем-то понравился. Но эти винилы, как бы они не вершина идеала. И взять просто покрасить автомобиль в какой-то цвет, это то же самое наравне с теми винилами. То есть я не видел смысла их брать и тратить на это аж 10 тысяч монет. На основе я, конечно же, без раздумия взял бы этот винил, и тот, и другой, но тут мы сильно должны экономить, так как нам очень сильно нужны монеты, нам очень сильно нужны баксы, и мы вообще не должны разбрасываться ресурсами. На оставшиеся монеты, а это 20 тысяч монет, я купил два купона, и как раз после продажи этих купонов у меня было
на руках те нужные мне 150 баксов, которые я хотел потратить на колодку, и я это успешно сделал, поставил сюда одну колодку, поставил ее на переднее колесо, ведь колодка нам дает коэффициент торможения. Почему на переднее колесо? Потому что заднее колесо может идти юзом, а переднее как бы лучше тормозит. Я не знаю, с чем это связано. Ну как, не знаю, это все физика, но я не силен в физике, чтобы вам что-то рассказывать. После этого я решил сделать еще один заезд в ПДД. Вы спросите, зачем ты решил сделать заезд в ПДД? Ты же сказал, что тебе не нравится ПДД. Мне просто было интересно посмотреть, как теперь тормозит Audi. И сейчас она тормозит намного лучше, намного быстрее. Также у нас начала работать система ABS. До этого у нас вообще никакие датчики не работали. Еще у нас блокируется переднее колесо где-то после 60 км в час. То есть вообще прикольно, автомобиль стал реально лучше тормозить, и это нам поможет в будущих заездах ПДД. Пока я доезжаю ПДД и продолжаю дурачиться, хотел бы услышать от вас предложение в комментах, что бы вы хотели видеть в данной рубрике «Аккаунт с нуля», что бы вы хотели увидеть новенького, возможно вы хотели какие-то старые моменты вернуть. Напишите об этом в комментах, и я постараюсь это воплотить в следующей части, в которой, как я и сказал, мы постараемся заработать на мотор от Lamborghini Huracan Spider, который стоит 10 миллионов. То есть за одну серию мы попытаемся сделать оборот на 10 миллионов. И я думаю, многие из вас понимают, что речь идет не о гонках и не о ПДД. То есть на таких заездах нам придется потратить, наверное, день. И то, где мне взять столько бензина, чтобы откатать столько заездов, чтобы заработать такую сумму. Я, конечно же, буду пользоваться рынком, буду делать различные махинации, буду перепродавать различные товары. У меня есть уже пару схем, которые я придумал. И я думаю, в следующей серии у нас все получится, но об этом мы узнаем с вами в следующей серии. Так что мы с вами ждем. Если я вижу тут бешеный актив под роликом, прямо сегодня и начну записывать следующую серию. Так что все в ваших руках. Что еще хотел бы вам рассказать по аккаунту с 0.3.0. Вы, возможно, заметили, что я сегодня не прикасался к чертежам. Почему я этого не делал? Почему я не прокачиваю Audi RS2 чертежами? Я просто переживаю, что после свапа вот все то, что я прокачивал, просто обнулится, у меня будут белые все ячейки. Да, я знаю, что после свапа детали на автомобиле остаются, но я не уверен, что остается прокачка. Напишите, пожалуйста, в комментах, если вы знаете, можно ли прокачивать автомобиль до свапа. Или после свапа у меня все обнулится и придется заново качать автомобиль с чертежами. Просто не хочу лохануться и потратить ресурсы и потом заново все прокачивать. Так что, кто знает, пишите. Также про квалификацию я вам уже сегодня говорил, что нам нужно добить 30 уровень и сделать вот эту РС-очку хотя бы на 500 лошадок, но это мы с вами легко сделаем. И последний момент, который я хотел бы сказать, наверное, вы заметили, что с инвентаря пропал ящичек новогодней сотни. Куда он пропал? Я его, может быть, открыл, выбросил или продал. Нет, я еще его не продал, но у меня есть такая цель, я его уже выкинул на рынок. Сейчас цена на него 5000 баксов. Если мы его сможем продать, то эти 5000 баксов, а может даже и больше, ведь цена на ящички начала расти, пойдут на прокачки Audi RS2 Avant. Ну и еще раз хотел бы вам напомнить, что в следующем ролике по аккаунту с нуля мы попробуем с вами заработать огромное количество монет, чтобы купить движок от Lamborghini Huracan Spider. Надеюсь, это вас заинтриговало. Ну а я предлагаю подвести итоги ролика. Что же мы сделали в этом ролике? Мы, во-первых, апнули уровни, мы нафармили немножко чертежей, немножко монет, а также купили автомобиль под названием Audi RS2 Avant, в который просто невозможно не влюбиться. Тачка, пушка. И я надеюсь, в следующих сериях мы уже будем ее более активно прокачивать. Ну и всем спасибо за просмотр. С вами был, как всегда, Дифи. Всем пока-пока.